Амстердам. Это, конечно же, каналы, велосипеды, кофешопы и Красная улица, что обычно мы представляем, когда слышим Амстердам. Но на самом деле в этом городе есть гораздо больше, чем стереотипы. Есть места, которые удивляют, шокируют и заставляют всерьез задуматься, а это вообще реально? И сегодня мы с вами отправимся в одно из таких мест — музей Риплис. Хочешь верь, хочешь нет. Одно из шокирующих мест в Амстердаме. Музей открыт с 2016 года и занимает аж 5 этажей в самом центре Амстердама. Его основал Роберт Рипли, американский путешественник и коллекционер. Он объездил почти 200 стран в поисках всего того, что выходит за рамки привычного. Поэтому это не просто музей с картинами, а собрание самых невероятных и странных вещей. В этом ролике я покажу вам самые безумные экспонаты этого музея. Поехали! Вот с чего начинается музей, со статуи трехногого футболиста. Его звали Франческо Лентини, он родился в 1889 году и с детства стал местной сенсацией. У него было реально 3 ноги, 4 ступни и 16 пальцев на ногах. Все это из-за сросшегося близнеца. Но Франческо не просто не прятался, он стал артистом цирка и играл в футбол. Дальше представлены вот такие фигуры женщин из африканских и азиатских племен. Для женщин из племени Мерси в Эфиопии это считалось символом красоты и статуса. Чем больше тарелка, тем выше ценность девушки в племени. В Таиланде в племени Паданг женщины с раннего детства надевали металлические кольца на шею. Чем длиннее шея, тем красивее считалась женщина. Хотя на самом деле вытягивается не шея, а опускаются плечи. Следующий экспонат — это Джонни Тон, артист, который прославился тем, что учил свою змею ползать через нос и выходить через рот. Звучит очень дико, и это действительно жутко. Но он выступал с этим номером по всему миру. Я сначала не поверила, что это реально, но да, видео с его трюками реально можно найти даже сейчас на просторах интернета. Также одна из фигур в музее — это Мария Хосе Кристерна, мексиканская правозащитница и тату-художница. Она считает, что ее тело — это ее личное заявление, поэтому ее тело покрыто татуировками с головы до пят, а в череп она вставила титановые импланты в виде рогов, разрезала язык, а белки глаз закрасила черным. Но сейчас вы увидите один из самых шокирующих экспонатов, по крайней мере для меня, была эта женщина, забальзамированная в напольных часах. В 1757 году в английском городе Сейл умерла Паула Бесви. И в своем завещании она оставила целое состояние своему врачу, но при одном условии: он должен был забальзамировать ее тело и поместить его внутрь напольных часов. Он так и сделал. В музее, конечно же, это копия, не оригинал, но сама история вызывает мурашки. А вот об этой истории, мне кажется, слышали многие. Это знаменитый Шридхара Чалал из Индии, который попал в книгу рекордов. Его ногти достигали длиной более 9 метров, и он не стриг их более 60 лет. Да, тут их копия, оригинал отправили в музей в Нью-Йорке. Но я до сих пор не понимаю, как на протяжении 60 лет можно жить с такими ногтями, есть, готовить, работать.
В одном из залов также есть экспонаты, посвященные китайской практике бинтования стоп. С юных лет девочкам привязывали пальцы к пятке, чтобы остановить рост ноги, чтобы стопы были маленького размера. Так появились лотосовые стопы, символ изящества и статуса. Но на деле это только мучение и деформация. Бобби Блэкбум, еще один любитель нестандартной модификации тела. Он вставил себе в рот зубы из крокодильей челюсти. И это лишь малая часть того, что скрывает музей Риплис в Амстердаме. Я не буду показывать вам все, потому что это более 500 необычных артефактов и экспонатов. Тут действительно можно зависнуть на целый день, при этом вообще не замечая времени. Здесь вы увидите то, во что сложно поверить. И все это реальная история, хоть и звучит как сказка или сумасшедшая фантазия. Так что если вы в Амстердаме, обязательно загляни. А пока в комментариях напиши, что из этого удивило вас больше всего. И не забудь подписаться, впереди тут будет еще многого необычного и интересного.